Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня самые обычные сырники. Готовятся просто, буквально за 10 минут. Сырники мы едим со сметаной. Посмотрите, какие сырнички держат форму. Посмотрите, какие внутри нежные, сочные. Здесь все в меру. Сахар, соль. Идеальный рецепт. Мы вот так едим со сметанкой. Петрович ее солит, а я люблю просто так, со сметаной. Очень вкусно, вы не представляете. Минимум усилий и море удовольствия. Но надо этот кусочек доесть, а потом Петровичу отнести на дегустацию. Если ему понравилось, значит вы видите это видео. Он у меня еще тот директор. А теперь поехали готовить. Сегодня сырники буквально за 10 минут. Друзья мои, в глубокую миску высыпаю 300 грамм творога. Следом сюда же одно яйцо. 30 грамм сахарного песка, это примерно 4 чайные ложки. Щепотка соли 2 грамма. И все это я буду разминать с помощью вот такого нехитрого приспособления. Можете задействовать блендер, а можете протереть через сито. Я не заморачиваюсь до такой степени, не протираю через сито. Мне нравится, когда попадаются крупинки творога. Можно использовать творог в пачках. Я не люблю, он слишком влажный. Друзья мои, перетираю творог для того, чтобы сахар растворился. Посмотрите, у меня достаточно сухой творожок. Я думаю, что на это количество творога уйдет 2 столовые ложки с горкой муки. В 1 столовой ложке примерно 20 грамм муки. Вот я добавила 2 столовые ложки, это 40 грамм муки на 300 грамм творога. И считаю, что этого достаточно. И перемешиваю. Если у вас слишком влажный творог, добавьте немного больше муки. Друзья мои, вместо муки можно легко добавить манную крупу. Но с манной крупой сырники должны немного постоять. Манка должна расслабиться. А с мукой можно сразу начинать готовить сырнички. Присыпаю столешницу мукой. Так, обильно присыпаем. Во-первых, мы будем и на столе оставлять наши сырнички. А во-вторых, формировать будем с помощью муки. Возьму ложку, иначе не могу сообразить, какое количество брать творога для сырника. Так, сейчас буду формировать и посмотрю. Обычно 9 получается. Формировать буду с помощью муки. Вот так каждый кусочек обваливаю в муке и катаю в руках. Катаем быстро, не даем прилипнуть творогу к рукам. Так, сейчас поделимся. Обязательно со всех сторон обваляйте в муке. Друзья мои, можно формировать в муке с помощью ножа. Прихлопывайте по краям, закатывайте в муку и легко формируются вот такие сырнички. Конечно, есть способ сделать это гораздо быстрее. Накрываем стаканом и 10-12 оборотов прихлопываем. Вот такие шайбочки получаются. И следующее обязательно в муку закрываем, прихлопываем ножом. Делайте примерно их одного размера и высоты одной, чтобы равномерно обжаривались. Друзья мои, для сырников в тесто 2 столовые ложки муки. Это 40 грамм. Плюс-минус 10 грамм. Вдруг творог у вас попадется влажный. Для формирования сырников столовые ложки муки хватит. Это 20 грамм. Под видео все укажу. В сковородку наливаем растительное масло. Растительного масла должно быть столько, чтобы все дно покрылось маслом. На сухой сковородке вы сырники не поджарите. И разогреваем на среднем огне. Обязательно на среднем, иначе сырники у вас сгорят. Чтобы проверить, хорошо нагрелась сковородка или нет, немножечко насыпьте муки. Мука начала жариться, выкладываем сырники. Чтобы сырники равномерно обжаривались, выдерживайте между ними расстояние. Сковорода стояла на среднем разогреве. Выложила все сырники, убираю огонь на минимум, так же как при обжарке оладьев. Закрываю крышкой и обжариваю под крышкой с каждой стороны по 2,5 минуты. Прошло 2,5 минуты, я сейчас посмотрю, в каком они состоянии. Колера еще недостаточно, а поэтому я немного добавлю огонь, и вы точно так же регулируйте. Если через 2,5 минуты они у вас лежат бледные и не обжариваются, немного добавьте огонь. А если они у вас после минуты обжаривания горят, конечно, уберите огонь, потому что внутри сырой творог, он должен приготовиться. Сейчас еще буквально 30 секунд, и я буду их переворачивать. Прошло еще 30 секунд. Под крышкой собирается конденсат, будьте аккуратны. Смотрим. Достаточно. Можно переворачивать на другую сторону.
При желании можно еще разочек будет перевернуть, если вам недостаточно колера. Как видите, сырнички не разваливаются и хорошо держат свою форму. Можно уже не накрывать крышкой, но я накрываю крышкой и с другой стороны также 2,5 минуты, и тогда сырники наверняка приготовятся. Сразу подготавливаем тарелочку, застилаем ее обязательно бумажным полотенцем, салфеткой, все, что есть у вас под руками. Лишний жир питает бумага. Ничего страшного, если вы через 2 минуты проверите, в каком состоянии ваши сырнички. Ну вот, колера еще недостаточно, хотя сырники уже абсолютно готовы. Но мне хочется сделать их гораздо румянее. Так, прошло 3 минуты, смотрим. Ну вот, теперь уже смело можно доставать. Ну вот мне вот эти не нравятся, они бледненькие. Я их переверну еще разочек. И вот этот. Ну и все. Можно доставать. Красавчики. Начнем с этих. Так, у меня сковорода большая, поэтому все сырнички поместились. Ну, посмотрите, какие чудо-сырнички получаются. Красивые. На все про все ушло 10 минут времени. На приготовление теста уходит 4-5 минут. И даже если вы не торопливые, то у вас получится за 10 минут такие творожники. Ну, посмотрите. Красота. Готовьте. Вот и в таком виде можно есть. Хорошо прожаренные сырники в течение 2,5-3 минут с каждой стороны не требуется отправлять в духовку. Они приготовились и уже будут очень вкусными, воздушными, творожными. Готовьте. И не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.